Человек — венец эволюции разума на планете Земля. Но так ли это? В сознании человека бездна, которая может сравниться только с глубокой и бесформенной бездной космического хаоса. Постоянная энтропия, которая кажется упорядоченной. Что осознает человек, прикоснувшись к звездам, к сиянию галактик и мощи комет? Что осознает человек, когда с него собьют королевский венец величия? Человек — пыль перед безжизненными, черными, как пропасть, глазами, перед планами разума и мыслей запредельных, неподвластных нашему миру. Все мы — подопытные крысы Вселенной. Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Сегодня мы продолжим публиковать секретные файлы проекта Medium. Если вы в первый раз оказались на нашем канале, то рекомендую ознакомиться с видеофайлами, которые вы найдете в разделе «Плейлисты. Проект Medium». Напоминаю, что с целью безопасности нашего источника все имена изменены, а файлам добавлен художественный окрас. Итак, я начинаю. Этот допрос Джон Войтович решил провести сам. Стал чувствовать, что теряет оперативную хватку, да и материал был интересным. Долго думал, пригласить допрашиваемого в свой кабинет, под охраной, разумеется, или же самому отправиться в палату. Палата. Конечно, сильно сказано. Объект был заключен в камеру, подбитую мягким полимером по всей поверхности. Толщина полимера полностью исключала возможность разбить себе голову или еще как-то покалечиться. Дополнительно, камера была обеспечена ярким освещением, которое гасилось на 8 часов после полуночи. Как такового режима бодрствования и сна объекту предписано не было. Он до сих пор вообще считает, что его просто взяли на профилактику после инцидента, случившегося в предгорьях горы Лиман-Маунт в Аризоне. И все-таки он решил провести допрос в кабинете. Но не в своем, само собой. Объект доставили в кабинет, вежливо предложили сесть на стул. Спецназовец из охраны, ему было разрешено опустить балаклаву, чтобы расположить допрашиваемого. Встал возле двери. Объект нервничал, кусал нижнюю губу, не знал, куда убрать руки, корябал кутикулы. По его лицу было видно, что он пытается сдержаться, обрести самообладание, но это удавалось ему с трудом. Войтович явился через 5 минут. Лицо выражало доброжелательство, насколько его мог изобразить агент специальных расследований. Входя в кабинет, Войтович посмотрел на спецназовца. Хотел цыкнуть на него. Где таких набирает? И еще один дебил. Лицо каменное, напряжен, как будто прямо сейчас в штыковую готов броситься на объект. Из протоколов допроса и из отчета по видеофиксации. Здравствуйте, мистер Уилсон. Вы в звании... Второй лейтенант, сэр. Брэндон Уилсон, сэр. Лейтенант попытался привстать, но Войтович остановил его жестом. Хорошо. Не обращайте внимания на мои записи и на видеофиксацию. Чувствуйте себя вольно. Считайте, что я беру у вас интервью. У вас когда-нибудь брали интервью? Брэндон почесал затылок и вспомнил, как бросил пару слов в камеру репортера, когда он и его взвод готовились к отбытию в США из военной базы в Кандагаре. Лейтенант коротко кивнул головой. Войтович улыбнулся. Значит, вы опытный человек. Хотите кофе? Может, сигарету? Вы завтракали? От кофе лейтенант отказался, а протянутую сигарету взял. Дождался, пока Войтович подкурит ему. Войтович достал из кармана тоже сигару, раскрыл футляр и тоже закурил. Ну что ж, приступим. Войтович перехватил взгляд лейтенанта, который мельком посмотрел на спецназовца у двери. Не обращайте внимания на него. Он выполняет свои обязанности. И тут же сам обратился к спецназовцу. Лейтенант Брэндон Уилсон, нам не враг. Мы просто ведем беседу. Ясно? Спецназовец громко крикнул. Так точно! От такого крика даже лейтенант усмехнулся, а Войтович посмотрел на него, мол, видишь сам, с кем приходится служить. Итак, Брэндон, давайте начнем. Что вы сами хотите мне рассказать об инциденте, который с вами произошел? Лейтенант затянулся сигаретой. Я все отразил в моем рапорте, сэр. Да, ваш рапорт я читал. Но для нас главное получить сведения напрямую от вас. Вы ведь военный и понимаете, что любой рапорт не отразит того, что реально у человека в голове. Поэтому еще раз задаю вопрос. Что вы хотели бы рассказать из рапорта лейтенанта?
Мы вышли в район боевого патрулирования для оцепления 5-километровой зоны в предгорьях Лиман-Маунт. Я расставил людей по боевому расписанию, 25 человек. При мне постоянно был капрал Панчини и рядовой Коннор, отвечающий за связь. Наблюдательный пункт был обустроен в лощине, откуда я мог просматривать практически всю территорию веренного сектора. В 20:00 в сумерки рядовой Гибровский доложил по рации, что в расщелине горы Лиман им обнаружено сияние. Вспышки света похожи на отблески электросварки. Я дал команду рядовому Гибровски, назначен был мною командиром отделения на время патрулирования, чтобы он прочесал расщелину. В 20:30 отделение Гибровски перестало выходить на связь. По прошествии 15 минут я лично, оставив за себя капрала Якусиба, снял с оцепления 3 солдат и направился на поиски Гибровски по указанному маршруту. Лейтенант замешкался и подбирал слова. Войтович остановил видеофиксацию, нажав на кнопку пульта. Что было дальше? Продолжайте. Можете говорить все, что угодно. Мы верим вам. Он специально сказал «мы» вместо «я», делая себя причастным к чему-то сильному, мощному, а заодно и причащая к этому и второго лейтенанта. Может, хотите еще закурить? Войтович подтолкнул открытую пачку Мальбора по столу. Кстати, почему было выставлено оцепление? Из отчета агента Д. Войтовича. Оцепление в районе Лиман-Маунт было выставлено в рамках поисковых мероприятий. В предгорьях пропала группа бойскаутов летнего лагеря Монтенбро. 11 детей, юноши от 13 до 15 лет. Из рапорта лейтенанта. В 21:20 мы предположительно вышли на точку, где была утеряна связь с рядовым Гибровским. Пройдя около 100 метров по расщелине, мы обнаружили лаз в подземную пещеру. В лаз можно было проникнуть только по одному. Решив, что Гибровский и его отделение отправились в пещеру на самостоятельные поиски, я дал команду по одному спускаться внутрь. Первым заходил рядовой Эмиль, следом я и остальные. Для освещения использовались карманные фонари. Через 20 метров внутри пещеры мной были обнаружены фрагменты детской форменной одежды с шевроном лагеря Монтенбро. Одежда была изорвана, в следах крови. Приказав привести оружие в боевое положение, я отдал распоряжение осветить территорию вокруг для поиска каких-либо необычных предметов. От места найденной одежды по грунту вглубь пещеры тянулся след. Ну знаете, как будто волокли что-то тяжелое. Я приказал рядовому Дикей остаться на месте и патрулировать территорию. Сам с 2 рядовыми направился по следу. Войтович затушил сигарету в пепельницу. Воцарилось молчание. Второй лейтенант не знал, что говорить дальше. В его глазах таился страх, руки дрожали, и он сжимал ладони в кулаки, чтобы хоть как-то подавить дрожь. «Брэндон, сынок, если хотите, мы можем пригласить врача. Вам плохо?» Войтович был готов в 2 секунды начать колоть этого парня, вызвать врача, накачать его наркотиками и снять показания, но все это еще было впереди. Сейчас агент специальных расследований пытался оказаться максимально доброжелательным. Кстати, от него не укрылось, как спецназовец у входа ухмыльнулся, услышав его заботливый тон. «Нет, сэр, то есть спасибо, сэр, не нужно!» «Продолжайте, лейтенант. Я здесь, чтобы действительно помочь вам. Я вам верю. Знайте это». Брэндон Уилсон приободрился, глубоко вздохнул, выдохнул и решился. «Понимаете, в пещере мы встретили...» «Следы внеземной цивилизации, верно?» — подсказал Войтович. Лейтенант поднял голову, посмотрел в глаза Войтовичу и просто кивнул. Из рапорта лейтенанта. Углубляясь в пещеру, я заметил, что каменные своды изменяют фактуру. Мы вошли в галерею из цельной, гладкой породы. Ударив по ней шамполом винтовки, я услышал отчетливый звон. Я не могу подтвердить этот факт, так как при себе мы не имели штатных средств видео и фоторегистрации. О факте халатности я уже давал разъяснение. Через несколько минут мы услышали скрежет, как будто что-то острое и зазубренное скоблило по металлу. Щелканье. В глубине галереи с светом фонарей мы высветили неизвестное нам существо. По форме она напоминала прямоходящего муравья светло-коричневого оттенка. Существо быстро приближалось к нам, и я скомандовал «Огонь!». Я отчетливо видел, как несколько пуль оторвали одно из жвал на лице существа. Но оно продолжало приближаться, смещаясь с пола на стену и на потолок, двигаясь по спиральной траектории. Рядовые Эмиль и МС стреляли прицельными очередями, точно так же, как и я. Затем существо на моих глазах подхватило рядовых и разорвало их на части, отбросив в стороны.
На выстрел прибежал рядовой Дикей, но я схватил его за руку и подтянул к выходу из галереи в отвод пещеры. Мне трудно анализировать то, что произошло. Я не понимаю, как мы оказались за пределами пещеры. Я потерял сознание. Это все? Второй лейтенант захлебывался воздухом, и из его глаз катились слезы. Он остервенело курил и уже не мог сдерживать дрожь в руках. Он не мог ответить на этот вопрос Войтовича, но тот и так понял, что больше лейтенант ничего не скажет. Войтович встал и кивнул спецназовцу. «Увести». Спецназовец ждал этого момента. Бойко подошел к лейтенанту и взял его за плечо. Но тот резко встал, оттолкнул от себя спецназовца и заорал, что есть мочи. «Сэр, не отдавайте меня им! Они придут за мной! Сэр, не отдавайте меня!» Через мгновение в кабинет вбежали врачи, помогли спецназовцу скрутить лейтенанта и вкололи ему лошадиную дозу транквилизатора, после которой он только жалобно всхлипывал. «Нет, нет, нет, не хочу, нет!» Из краткого донесения агента специальных расследований Д. Войтовича, 2007 год. Мной был произведен допрос второго лейтенанта Брэндона Уилсона, 32 года. Могу сделать следующие выводы. Обнаружен след внеземной цивилизации сектоидного происхождения. Далее инсектоиды. Локация Лиман-Маунт, Аризона. В настоящее время на территории США выявлены следы 3 внеземных цивилизаций. Рептильного, инсектоидного и гуманоидного происхождения. Горизонтальных пересечений между цивилизациями не выявлено. Последнее свидетельство о проявлении инсектоидов зарегистрировано в 2006 году в горном массиве Колорадо, что дает возможность сделать предположительный вывод о расселении инсектоидов в скалистой местности с жарким климатом. По донесениям внешней разведки, следы инсектоидов также обнаружены в Китае, провинция Пинфань, пригород Харбина, в Южной Корее, провинция Чхунхон, Пукто, России, район Камчатки. Вход в расщелину в районе Лиман-Маунт заблокирован. Взорван использованы термобарические боеприпасы. При облете территории предположительно были выявлены еще 19 входов в пули. Проверяется. При передвижении по грунту песок, чернозем, щебень инсектоидами оставляется химический секрет, который проявляется при обработке аэрозольными полимерами, силикон в нашем случае. Еще один фактор, подтверждающий присутствие инсектоидов – пропажа детей. По нашим данным, инсектоиды плотоядны. При отсутствии пищи извне переходят на каннибализм. В районах выявления происходили массовые пропажи людей и домашнего скота. Также, предположительно, тела, скот и люди используются ими для выкармливания потомства. На данный момент известно 3 вида инсектоидов. Муравьинообразные, прямоходящие. Именно с ними возникали боевые столкновения. Предположительно, охрана улья. Прямоходящие, богомолообразные, неизвестно. Именно с ними связаны факты каннибализма. Маточные, ползающие. Вероятно, рождение потомства. При отсутствии питания из ней используются в качестве пищи. Все 3 вида могут поддерживать телепатический контакт. Подозревается коллективный разум. Что касается второго лейтенанта Брэндона Уоррена. 12 июля 2007 года доставлен на базу Феникс, Аризона, в бессознательном состоянии. Диагностирован инфаркт миокарда. Дал объяснение о потере 5 солдат своего подразделения. В настоящее время дело засекречено и передано в Бюро специальных расследований. 13 июля 2007 года считается пропавшим без вести. Инцидент закрыт. Расследование исчезновения солдат прекращено. Рядовой Дикий обнаружен повесившимся в одном из хозяйственных помещений казармы 13 июля 2007 года. Распоряжение. Подготовить Брэндона Уоррена к гипнонаркотической обработке для повторного снятия показаний. Предварительный отчет отправить на рассмотрение куратору. Джон Войтович. 10 августа 2007 года. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше, и на нашем канале мы раскроем все тайные доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Если я вам не ответил, значит я еще проверяю вас. Ведь специальные службы всех стран объявили охоту на меня. Но вместе мы заставим власти раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.